Коровина часто называют крупнейшим мастером русского импрессионизма. Но его импрессионистический колорит, тонкое цветовое гурманство неразрывно слиты, как это, впрочем, было и у многих других художников, с поэтикой символизма. Эта дачная терраса не просто приятное зрелище. Это приют спокойствия и тишины в наступающих сумерках. Малый праздник красоты. Свой замкнутый мир, изолированный от тревожной прозы жизни. Пейзажи, исполненные позднее, в 1900-х годах, во время поездки во Францию, художник объединил общим названием «Парижские огни». Здесь Коровин вплотную смыкается с французским импрессионизмом. Тема жизни большого города, преднамеренная фрагментарность композиции с выбором необычной точки зрения резко сверху, отрывистый мазок, контуры, словно размытые дождем или как бы дрожащие в воздухе, пронизанным уличным гулом. Все это типичные приметы импрессионистического пейзажа. Однако при всем сходстве с классическими городскими пейзажами французских импрессионистов здесь все же сказывается темперамент русского художника. В повышенной интенсивности цвета, в импульсивности мазка, в общей приподнятости эмоционального тонуса. Константин Коровин часто сопоставляется с художниками-импрессионистами. Его живопись действительно сопоставима и близка практике французского импрессионизма. Широкий мазок, многоцветная палитра, ощущение свежести красок – все свидетельствует о глубоком знании французского искусства второй половины XIX века. Жанр в комнатах по традиции связан с искусством XIX века. Интерьеры этого периода по-разному решают проблемы освещения, пространства, цветопередачи, стаффажа. От анфиладности с раскрытием перспективного чередования комнат он имеет тенденцию более тщательной проработки одного интерьера, более близкому к театральному пространству или пространству жизни человека и предмета, их соотносимости. Портрет Федора Ивановича Шаляпина – один из шедевров портретного жанра искусства начала века. Портретирование этого периода принимает особый характер и самоценность. Черты парадности сменяются вольной трактовкой образа. Непринужденная поза, портретное, документальное сходство, вообще акцентировка лица как главного в создании образа характерна для этого жанра. Аксессуары отходят на задний план, предоставляя главную роль типичному в образе портретируемого.
вдоль по Питерской, по Картину «Ярмарка» можно считать манифестом кустодиевского творчества. Изображена ярмарка в провинциальном русском городке. Ее прилавки ломятся от товаров, между рядов расхаживают женщины в ярких одеждах, дети, сами похожие на расписные игрушки, выбирают себе кукол, мужчины, заросшие пышными длинными бородами, прицениваются к товарам. Во всей сцене торжество богатства и избытка, в котором заключена яркая орнаментальная красота. Художник дает почувствовать типично мироискусническую, ироническую дистанцию по отношению к ценностям этой жизни, сочетая восторг перед ее пышной красочностью с доброй усмешкой. едет миленький, сом на троечке, едет лапушка, да проселочка. Поберу я была, по беседушке, я не мед пила. Борис Кустодиев – бытописатель жизни купеческой провинции. Строгая симметричность композиции подчеркивается постановкой фигуры, кольцом сложенных рук, подчеркнутой симметрией в платье женщины. Ироническое отношение к изображаемой женщине представительницы купеческого сословия. Образ создается в традициях парадного портрета. Сладко водочку, да наливочку, я пила молода из половинка. Ой. Сценка в трактире закомпонована по законам театральной сцены, или точнее ярмарочного балагана. Передняя стена трактира удалена, и действие разворачивается и делится на ближний и дальний планы. Композиция отдаленно напоминает лубочную картинку с персонажами гуляющих. Да с Петрушечкой поцелуй-ка ты меня, о, матушечка. Мотив торжественных выходов, выездов, прогулок в качестве характерных бытовых ритуалов минувших времен был одним из излюбленных мироискусниками. С одной из вариаций этого мотива мы встречаемся и в этой картине «Лансере». В отличие от Бенуа с его эстетизацией классицизма, Лансере больше привлекает пышность и патетика русского барокко. Его персонажи – это не полубесплотные люди-призраки, а пышущие здоровьем, розовощекие, дородные люди в богатых костюмах эпохи XVIII века. Он помещает их на первый план с тем, чтобы зритель мог подробно разглядеть каждое из изображенных им лиц, которым он дает насмешливые и даже злые характеристики. Напыщенности фигур вторит пышная архитектура дворца и скульптуры, на фоне которых они движутся. Эта картина, ставшая почти что живописным архетипом России, восходит к мотиву вполне конкретному. Это окрестности озера Удомля в Тверской губернии.
И одновременно это зыбкая, музыкально-минорная мечта на грани кладбищенского покоя и надежды. Надежды, что смутно проступает в хмурых далях. На первом плане крутой берег реки, на котором заброшенное кладбище с покосившимися деревянными крестами и деревянная часовенка. Дальше широкая спокойная гладь воды и равнинный берег, сливающийся где-то вдали с горизонтом. Половину холста занимает изображение неба с плывущими по нему огромными тучами. Художник пишет этот пейзаж в холодном, приглушенном колорите, большими цветовыми плоскостями, в широкой живописной манере. Вместе с тем, излюбленный художником пейзаж настроения уступает здесь место глубокому философскому содержанию. Это пейзаж раздумья о бренности человеческого существования, о вечной равнодушной природе, которая светится на полотне каким-то холодным сиянием, и о самой вечности, как бы глядящей с высоты небес на землю, где только слабый огонек в окне часовни напоминает о человеке. В вещах, написанных в последние годы жизни, таких как «Золотая осень», палитра Левитана становится особенно звучной, насыщенной как колористически, так и духовно. Сияние звонких осенних красок, переданных с эскизной импрессионистической свежестью, выражает мягкое обаяние среднерусского пейзажа, превращаясь в пейзаж-картину. Или, иными словами, в обобщенный образ страны. Талант Исаака Левитана, который был близким другом Чехова, полон драматических контрастов. Он умеет найти в пейзажах Центральной России самое типичное и характерное, то, что кажется бесконечно родным и знакомым. И в то же время пронизывает их настроением неизбывной тоски. Пейзаж поэтому обращается в видение, выходящее за пределы современности, в некое воспоминание-грезу. Последняя большая картина Левитана «Озеро», которому дано и второе обобщенное имя «Русь», это мажорный пейзаж-песня. Обычная левитановская печаль в нем тает, словно пригретая полуденным солнцем. Картина обращается в эпический сказ, бодрый и звучный. Черты импрессионизма, которому Левитан к концу своей недолгой жизни испытывал все большее влечение, неразрывно соединены у него с поэтикой символа. Общая демократизация портретного жанра получила воплощение в работах Филиппа Андреевича Малявина. Серия портретов крестьянок в ярких национальных одеждах сделала неповторимым и всегда узнаваемым его творческое лицо.
Его портреты передают одновременно экспрессию танца, вихревого движения ярких тканей, динамику резких ракурсов, поворотов голов, движения цвета, объема и формы, колористические сопоставления и столкновения цветов. Это полотно написано на тему праздничного веселья, народного крестьянского танца. Этот танец, его буйное веселье и стремительный ритм претворяются в работе художника в красочный вихрь, захлестнувший поверхность холста мощным потоком ярких цветовых пятен. Колорит картины построен на сочетании красного и зеленого цветов. Это сочетание, излюбленное русским крестьянством, использовалось ими и в народных росписях, и в одежде. Развивающиеся яркие юбки превращаются на холсте в декоративный узор, становясь почти абстракцией, живописным символом безудержного веселья. И только выделяющиеся среди этого красочного вихря пластично вылепленные лица девушек возвращают нас к реальности праздничного веселья. Сюжетом для своего произведения художник выбирает историю одного из самых почитаемых в России святых Сергия Радонежского. На картине изображен момент явления юному Сергию святого старца. В центре мы видим крупную фигуру мальчика с бледным, взволнованным лицом, с молитвенно сложенными руками. Перед ним стоит фигура в черном монашеском одеянии, лицо которой скрыто от нас. Все остальное пространство полотна художник отдает пейзажу, наполненному тишиной и покоем. В его особой гармонии и умиротворенности как будто открывается сущность происходящего, посвящение мальчика служению Богу, его будущая жизнь в слиянии с Богом и перечисление его к лику святых. Не случайно среди пейзажей в композиции возникает храм. Здесь пейзаж не играет уже роли комментария к изображаемым событиям, а сами фигуры, с помощью которых художник передает сюжет, комментируют то главное, что выражено в пейзаже. Это попытка создания образа с помощью приемов картины и иконы. Художник использует позднюю иконописную практику. Голову царевича окружает нимб, глаза закрыты, руки покоятся на груди. Пейзажный фон с тонкими березками, напоминающими зажженные свечи, создает ощущение бесстрастной, упокоившейся жизни мальчика. Историческая картина XIX века соперничала с бытовым жанром.
К концу XIX века, началу XX возникла картина с привнесением мифологического сюжета, сказочно-повествовательного, и получила новое развитие. Картина на религиозный сюжет. «Заморские гости» Николая Константиновича Рериха – это преобразование исторического сюжета в сказочный, костюмированный по воле фантазии художника. Будучи учеником Куинджи, Рылов продолжил его линию поэтического пейзажа картины. Поэтично и само название, заимствованное у Некрасова. Художник в духе времени вносит в природу национально-романтическую символику. Сквозь деревья переднего бора на ярко-синей, залитой солнцем реке, видна ладья, такая, на которой плавали древние славяне. Портретист-виртуоз Серов предстает наиболее естественным, задушевным и простым в образах, лишенных заказного светского лоска. Вылепленный легким импрессионистичным мазком, портрет Коровина изображает духовно близкого человека, того Костю, который покорял всех знавших его своим жизнерадостным обаянием. Фигура лишена всякого позерства, понебратски задушевна, словно живописное свидетельство о дружбе. На картине изображена дочь известнейшего русского мецената Саввы Мамонтова, Вера. Серов объединяет в этом полотне портрет, интерьер, пейзаж и натюрморт. Четкие жанровые границы рушатся в этом произведении, что было ново и неожиданно для русской живописи того времени. Главная тема здесь – это красота и юность девочки. И эта тема звучит в каждой детали. Нежная кожа ее лица как бы сопоставляется с бархатистой кожицей персиков и трепещущей листвой за окном. Всю композицию объединяет световоздушная среда, блики солнца, играющие на лице, одежде девочки, на предметах, окрашивая их разноцветными рефлексами. С помощью этих бликов художник формирует цвет. Скатерть, кажущаяся издали белой, при близком рассмотрении оказывается состоящей из множества разноцветных мазочков, так же, как и розовое платье девочки. Игрой цвета и света художник передает радость летнего дня, радость юности, радость жизни. Зачастую именно искусство, его яркий всплеск, остается духовным нервом образа. Так бизнесмен и меценат Иван Морозов на постимпрессионистическом фавистском портрете Серова словно подпитывается красочной энергией, исходящей из натюрморта Матисса за его спиной.
Здесь изображен молодой граф Сумароков-Эльстон, позднее получивший титул князя Юсупова. Родственник Николая II, женатый на его племяннице, он вошел в историю как один из убийц Распутина. Но в самом портрете ничто не предвещает этого кровавого кошмара. Знатный и богатый юноша-гимназист изображен холеным и благоденствующим. Разве что любимый бульдог вносит в картину гротескную нотку. Серов ведь был не только виртуозом портрета, но и замечательным анималистом. Светские заказные портреты Серова неизменно поражают своей изысканной элегантностью. Сходство, конечно, это нужно, но недостаточно. Художественность, нужна художественность, говорил мастер. В портрете княгини Орловой этот эстетический блеск оборачивается тонкой иронией. Дама тут превратилась в пленницу своего сложного туалета. Это портрет реального лица, художницы Мартыновой, и выполнен он в присущем всему творчеству Сомова театрализованном стиле. Художница одета в платье прошедшей эпохи, начала XIX века. Она изображена на фоне листвы, которая, как занавес, отделяет ее от остального пространства холста. Там, на заднем плане, изображена галантная сцена. Кавалер и дама сидят рядом на скамейке и играют на флейтах. Ближе к зрителю, у самого края холста, фигура задумавшегося печального молодого человека. Все в картине театрально срежиссировано, но вместе с тем настоящесть лица женщины, ее печальный, беззащитный и растерянный взгляд вносят в картину подлинность жизни. Образы Сомова развивают тот мотив лукавого театра жизни, который всегда так привлекал художников мира искусства. Фигуры здесь безлики и условны, подобны марионеткам, дергающимся в балаганчике, которым правит любовь, но любовь, как в язычке Коломбины, под вечной маской иронии.